Ну что ж, помнится, я рассказывал вам про метро 2033, и история ведь так и не закончилась, так что расскажу вам про ее продолжение, а именно про метро Last Light. Думаю, затягивать не стоит, так что начнем. Скажу сразу, играл я в режиме Спартанец на самой сложной сложности. Начнем мы с того, что на метро опять напали черные, что так же как и раньше могут управлять восприятием мира человека, заставляя его атаковать друг друга. Но ведь мы их уничтожили, взорвав их дом. Но потом оказалось, что это всего лишь был кошмар, и нас разбудил Хан. Или то был не сон, а видение. В любом случае, Хан сказал, что видел одного из черного, и мы вместе с ним пошли к командиру. А по пути Хан говорил, что хоть раньше черные лишь мешали нам, но это точно нам с чем-то поможет. Но каким бы оптимистичным ни был бы настрой у Хана, у командира приказ был один – уничтожить. В этом нам должна будет помочь наитоксичнейший снайпер Анна. Но мы понадеялись, что хоть как снайпер она хорошая. Когда мы пошли на метро, на нас опять напали стражи, но от них мы все же отбились и нашли того самого черного, и начали погоню. И мы почти его убили, но все же не зря его называют опаснейшим врагом, ведь он просто нас загипнотизировал, но помог он скорее не нам и не себе, а фашистам, которым как на блюдечке подали ослабленных пленников. Мы уже готовы были сдаться, но вот один из красных сдаваться не хотел. Но мы не против. Вместе с ним мы потихоньку пробрались на базу фашистов. Хоть и довольно нагло, но мы пробрались через толпу людей и потом вышли. К счастью, нам попалась вагонетка, которой мы продолжили свой путь дальше. Но вскоре нам встретился тупик. Нашего слишком уж любопытного напарника схватили. Но он ведь нам жизнь спас, так что мы пошли его спасать. Возможно, мы об этом скоро пожалеем. Вскоре мы нашли его в камере, а значит он еще жив, но это недолго. Его уже вели к вешалке, так что пришлось спешить. К счастью, мы сумели его спасти, хоть чуть не опоздали. Дальше мы решили бежать через какой-то туннель, но это было как-то странно. Никто за нами не гнался, и они дали нам спокойно уйти. Оказалось, что в этих туннелях обитают пауки-людоеды, которые поедают людей, но, к счастью, они боятся света, который нам отключили, но все же у нас остались фонарики, которые тоже с этим довольно хорошо справляются. Из этих туннелей мы смогли спокойно выйти. Снаружи мы собирали разный хлам и выдвигались на станцию метро неподалеку. И тут мы нашли разбитый самолет, в котором мы увидели какое-то видение о том, как этот самолет разбился. И это видение заставило нашего напарника снять противогаз. Нам повезло, что я смог его спасти, но удачу испытывать мы больше не хотели. Так что дальше двинулись к метро. И хоть по пути на нас напали стражи, но в метро нам помогли отбиться. После мы чуть походили по станции, поторговались и решили перед уходом устроить праздничный обед. Но вот только концовку этого обеда не очень. Из хорошего мы узнали, что наш товарищ не просто рядовой командир, а из плохого, то что в командире его не просто так взяли. Ведь врагов он устраняет очень уж хорошо. Но мы с красными так-то не то чтобы друзья. Так что история продолжилась уже из плена нашего лучшего товарища. Там из нас пытались вытянуть информацию сначала командир с его сыном, которому это не очень нравилось, а потом еще и кто-то с сывороткой правды, который нас настолько сильно вштырило, что мы увидели очередное видение, где узнали, что когда-то давным-давно нас спасли те самые черные, и отныне у нас с ними какая-то связь. И сквозь сон мы увидели, что нашего товарища отправили в Венецию, а оттуда он должен был добраться и до Черного и взять его в плен, ведь из него можно сделать очень уж хорошее оружие, управляя разумом врагов. Но когда мы очнулись, нас спас сын того самого командира, который был против всей этой жестокости. Поэтому он нас освободил. Ну и мирно выбираться отсюда после того, как наш товарищ поступил так не по-товарищески, мы были не намерены. Но после побега мы встретили одного из наших. Он рассказал, что раньше помогал другим беглецам, таким же как я, сбежать. Но те, кто смогли сбежать, уже сбежали, а помогать ему больше некому. Так что он отдал нам машину-тележку, а сам пошел к остальным нашим, чтобы рассказать все, что мы ему сообщили. Но мы дальше пошли за нашим товарищем, чтобы попросить его не идти за черным.
И хоть путь был нелегким, и мы встретили отбившихся дезертиров, которым мы помогли отбиться от бандитов, потеряли машину, встретили рыбака, который помог отбиться нам от стражей. У нас напали креветки-мутанты, по словам рыбака, они очень даже вкусные. Отбились от них динамитом и все же дошли до места, где нас не пытается убить каждый встречный, что называется Венеция. Но мы пришли сюда с нашим товарищем, так что пришлось немного нарушить это спокойствие. И дальше мы все же сумели его поймать, но он ушел. Но так просто мы оставлять его не хотели и пошли наверх за ним. Да к тому же один из тех, кого мы встретили в Венеции, подогнал нам костюмчик получше за то, что мы побили бандитов. Дорога была дальняя и нелегкая. То у нас креветки напали, то стражи, то еще креветки. Но все же мы встретили наших, конечно же, встретившись с очередной креветкой. Там, в том месте, мы увидели того самого снайпера из начала, которая, к сожалению, как-то сбежала сама из плена. Встреча-то была приятная, но недолгая, ведь нас разлучил один из участников Спарты, который давным-давно предал ее и теперь работает на красном. Путь дальше был завален, поэтому нам пришлось пробираться через туннели со стражами, откуда мы успешно вышли, но попали прямо в лапы к гигантскому монстру, патрона которого у меня не оказалось, так что я просто бегал от него по кругу, и это и вправду помогло. Далее мы попали на станцию Октябрьская, которую, как мы узнали позже, кто-то заразил смертельным вирусом, а красные решили помочь и зачистили всех тех, кто заразился. Дальше мы встретили того самого предателя и сумели от него отбиться, попав на еще не зараженный кусок станции. Но оттуда мы с Ханом выдвинулись на спасение Черного. На пути мы с моей незатухаемой зажигалкой попали в какое-то озеро с видениями, и там мы узнали, где находится Черный. Я не уверен, что в том озере вообще вода была. В любом случае, мы выяснили, что Черный находится в поезде, и мы поехали к нему. И еле как его спасли. А он взамен выдал нам читы, и мы пошли дальше. Дошли до какой-то станции, и знаете, кого встретили? Украинцев. Что они там делали, неясно. Но надолго мы у них задерживаться не хотели, так что просто закупились и пошли дальше. На пути нам встретились отряды красных, с целью которых был именно я. К счастью, с работой не справлялись не очень. И я все же добрался до того самого предателя Спарты, который возглавлял все эти отряды. Наш новый помощник сумел показать мне то, что он знал. И увидели мы то, что красные хотят заразить каждую станцию каким-то вирусом и захватить только все метро. Больше он нам был не нужен, так что мы оставили его, а сами пошли в Полис, в котором должна будет пройти мирная конференция, с помощью которой красные хотят всех успокоить, а сами продолжить захватывать станцию за станцией. Но без проблем не обошлось, ведь мы встретили нашего товарища, который сначала хотел снова взять нас в плен, но по старой доброй дружбе решил просто убить. Но мы-то с читами играем, так что скоро наш товарищ остался последним. И мы сумели вбить ему в голову мысль о том, что так с товарищами поступать нехорошо. И пошли дальше, по своей дороге, узнав из его воспоминаний то, что следующая их цель – Полис. До Полиса-то мы добрались, но вот атаку уже не избежать. Также из какого-то видения мы узнали, что остались еще черные, которые могут нам помочь с обороной, так что план уже был готов. Мы сорвали конференцию, а черный показал истинные намерения партии красных, после чего мы пошли на защиту Полиса, а черный за подмогой. Успели мы ровно к началу атаки. Красных было много, к тому же они все дальше и дальше прорвались вперед, и у них даже танк был, но ни он, ни толпа врагов, пришедшая позже, не смогли нас остановить. Но мы никак не могли ожидать их самой последней и самой сильной атаки. И, к сожалению, мы проиграли. Но если мы не удержали Полис, его больше не удержит никто. Вот такой грустный конец этой истории, и другого, наверное, нет, или все же есть. Где были черные, которых пошел спасать наш новый помощник? Что-то тут не так. Оказалось, у истории есть второй, более правильный конец. Оказалось, что если не убивать, а оглушать врагов, делать больше добрых дел, слушать разговоры жителей метро, делать то, что нас просят, спасать всех вокруг и так далее, черные все же спасут нас, и теперь я точно могу сказать, что это конец. Это хороший конец. Ну что ж, что я думаю по поводу этой игры? Ну, знаете, это лучшая игра, в которую я играл. Как вы понимаете, я не просто так и на обе концовки прошел. Мне игра очень понравилась, и хоть она довольно старая, но все еще играется довольно бодро.
На сложности все еще остались те самые проблемы, что были в прошлой части, а именно проблемы с противогазами, но ничего страшного. В любом случае, игра мне очень понравилась. И, наверное, на этом все.